Доброго времени суток, мои любимые телезрители, и мы начнем с моего косяка в прошлом видео. Да, я ошибся, то есть я тупанул. Челы, которые вначале были в Amnesia 6 трейлере, это дети. Я с вами полностью согласен, признаю свою вину. Дальше. Мне поступило интересное предложение. Сектор Channel мне написал, может мы придумаем рубрику создания персонажей от подписчиков. Ты можешь придумать «Хочу попасть в видео». Это очень классная идея, ребятушки. Так что, если вам интересна эта тема, заходите в мой ВК, пишите мне или в личку, или заходите в мою группу ВК. Там же вы можете написать мне или моему помощнику, и мы публикуем ваши рисования. А также вы можете попасть в видео. Далее. Получилось так, что несколько человек написали мне «Хочу попасть в видео». Я тоже хочу попасть в видео, и я хочу попасть в видео. Так что у нас будет два новых тренда. Точнее, я хотел сказать 3. Первый тренд. Давайте наберем, точнее челлендж. Давайте наберем 150 лайкосов. Я извиняюсь за прошение лайков, но это очень важно для меня. Дальше. Присылайте челлендж по присыланию своих персонажей выдуманных. И третий, кто хочет попасть в видосик, пишите в комментах «Я хочу попасть в видос». Ну а теперь ваши комменты, как обычно, в конце ролика. Переходим к главной теме. Разбор персонажа Рассела. Погнали! Так что же мы знаем о нем с оригинала? Рассел – морская выдра со стереотипно пиратской внешностью. Крюк вместо руки, повязка на глазу, деревянные протезы вместо ног, пиратская шляпа, полосатая красно-белая рубашка. Любит рыбалку, плавание и запускать воздушных змеев. Из еды предпочитает морепродукты. Много времени проводит в воде. По большей части ведет жизнь отшельника. Очень доброжелательный по характеру, практически всегда умирает. Большая часть его смертей связана с взрывами, морскими животными и насаживанием на что-либо. Имеет проблемы со зрением. Ну вы поняли. Короче, может его смерть будет связана с его же местом обитания. Ладненько, погнали к разбору его силы. Как обычно, я опираюсь на аниме Character Fight. Поехали. Пол мужской. Классификация выдра, зараженная проклятием Ксеба. Возраст неизвестно. Умения. Вот тут остановимся поподробнее, тут поинтереснее. Сверхчеловеческие физические характеристики. Рукопашный бой. Управление морскими животными. Ментальная связь с ними. То есть, что мы имеем? Его умения на самом деле не такие слабые, как вы думаете изначально. Если он умеет управлять животными, то это делает на, скорее всего, бесконечное расстояние по всей земле. То есть он в другом конце мира может использовать какое-нибудь животное для своих целей. Но мы поговорим чуть-чуть попозже, поразнообразнее. Поехали. Слабые стороны. Инвалид. На бой не влияет. Но, как и ко всем персонажам, у которых что-то там не хватает до того, как они начали сражение, скорее всего, им это особо не мешает. И самое главное, на суше теряет ударную силу без морских обитателей. Это значит, то есть во время того, как он находится в воде, у него есть много помощников. И максимальный его помощник это синий кит, так как это самое большое, крупное и тяжелое существо на планете. То есть с помощью его он может нанести очень крупный урон тем, кто находится на воде. Естественно, попадая на сушу, он теряет эту самую главную ударную силу. Поехали дальше. Разрушительный потенциал. Стена плюс. До крупного здания плюс с китами и акулами, у которых подводные мины. То же самое, что говорил в предыдущей характеристике. То есть на суше он теряет китов и всяких там акул с минами. То есть, а с ними он может разрушить танкер, может подлодку разрушить. То есть его разрушительный потенциал намного повышается. Поехали дальше. Диапазон до 1000 километров, возможно планетарный. И вот наш персонаж выходит совсем на другой уровень. Он может действовать как на большом расстоянии, которое он видит или чувствует, а также, возможно, он может контролировать каждое животное морское по всей планете. А это очень дорого стоит. И это очень сильно повышает его в наших глазах. Поехали дальше. Прочная защита. Стена плюс для рукопашного боя. Для оружия человеческое. До большого здания с щитом из китов, акул и так далее. Ну, еще раз повторюсь. Для рукопашного боя он переживет удары выше, чем прочность стены. Для оружия он пробивается точно так же, как и обычный человек или там существо. Ну, естественно, если он будет пользоваться щитами из китов, то его будет крайне тяжело не то, что пробить, его достать будет тяжело, потому что попробуйте-ка вы синего кита пробить, да? Дальше.
скорость, дозвуковая скорость боя, сверхзвуковая скорость реакции. Ну, это то же самое, как у всех остальных. То есть дерется вроде он как не быстро, но может отбивать снаряды и пули. Далее. Сила на подъем неизвестна. Предположительно до тонны. А вот со своими китами он может поднять больше кита. То есть, ну, естественно, кит может себя поднять и больше. То есть, это, я думаю, под 1000 тонн будет. Ну, не 1000 тонн, ладно. До 200 тонн точно. Поехали дальше. Сила на удар стена плюс. Это просто так. И до большого здания с китами. Ну, вы попробуйте кита в здание кинуть. Я думаю, оно сломается к херам собачьим. Выносливость сверхчеловеческая, выжил с пробитой грудью. Ну, тут в принципе не о чем говорить, вы все помните. И его как бы пробили, он почти умер, но как бы выжил, когда заразился. Так что поехали. Боевые навыки предположительно средние. Мы здесь ничего не можем сказать, потому что в бою мы его почти не видели. Мы видели, как он оседлал животных морских, также мы видели, как он проткнул своего неприятеля. Ну, как бы и все. Экипировка. Гарпун, крюк, протез. Ну, тут все понятно. Оружие. Гарпун. Также он может использовать свой крюк как оружие. Здесь ничего интересного. Ну и на последний интеллект средний. Я сильно сомневаюсь, что он какой-то там гений, там профессионал. Он, скорее всего, обычный пират, который просто получил сверхсилы. Так что на этом характеристика заканчивается. Но, что я вам хочу сказать, Рассел стоит выше всех остальных, так как на воде почти никто не может его победить. Объясню почему. Почти все персонажи имеют плюс-минус одинаковый уровень сил, но некоторые стоят выше этого. Так вот, Рассел один из них. На воде ему не будет равных, кроме некоторых персонажей, которые очень-очень сильные и могут левитировать. Потому что, ну, если вы подниметесь выше 30 метров над водой, никакой вас кит как бы не заденет. Вот. То есть обычные персонажи ему не соперники на воде. И это его очень сильно выделяет на фоне остальных. То есть на воде его может победить только там на пальцах можно сосчитать. В амнезии кто это может сделать. Так что Рассел силен, ребятки. Рассел силен. Так что переходим к комментариям. И первый комментарий. Никита Старостин или Старостин спрашивает, точнее утверждает, Хеба знает, что Флиппи придет к нему и ждет его. Возможно. Флиппи 36 пишет. Прикольно, думаю, Флиппи победит диско-мишку, если они столкнутся. И я хочу попасть в видео. Пжи-пжи-пжи. Но и про демона и вправду похоже, но, наверное, это персонаж просто придуман Себастьяном. Логично, что он придуман Себастьяном. Вопрос в том, что на что он опирался. Давайте дальше. Нерегис пишет. Вот Флиппи, наверное, убивают военные, потому что они думали, что Флиппи заражен. Также я думаю, что это смерть с косой, это истинная Хеба. Я думаю, что Флиппи против Диска-медведя будет как с кротом. У Диска-медведя будет заражена. Ничего не понял. И написал в конце, пожалуйста, пусть попаду в видос. Флиппи, наверное, убивают военных, потому что они думали, что Флиппи заражен. Ну, может быть. Также я думаю, что смерть с косой это истинная Хеба. Но как бы это было и сразу понятно. Я думаю, что Флиппи против Диска-медведя будет как с кротом. Да не будет как с кротом. Я думаю, он завалит Диска-медведя. Ну и ты попал в видос? Троллзор пишет. Моя теория про глаза. Черные глаза, такие глаза только у детей, так как это не берите в голову. Согласен. Как по мне, когда Хеба вырывает себе сердце, вот это существо выходит на свободу и видит, что Ксеба просто сидит и ничего не делает. Не понял. Просто даже вот по эпизодам видно, что его показывали только в первой, в четвертой и пятой частях. Мне кажется, что он выйдет из тела Ксебы и будет творить хаос по всей земле. Но сам Ксеба будет валяться мертвый или станет просто зараженным. Ну, первое, скорее всего, не выйдет ни из какого тела, потому что его нет на земле. Он, скорее всего, руководит откуда-то с другого пространства. Так он просто силу ему дал. А если он заберет у Хебы этот скилл, он просто будет мертвым, скорее всего. Навряд ли он будет просто зараженным. Мне кажется, он плохой. А может и нет. А может и да. А может и пошел нафиг. И еще просто я жду, когда ты в прошлый коммент разберешь про его девушку и сына. Я уже с тобой по этому поговорил. Мало инфы и не скоро. Но я обязательно разберу этот вопрос. Дальше. Dark Shadow пишет. В трейлере показали Рассела, Диска, Медведя и Релеванта. Проще говоря, 3 из 4 командиров. Но я думаю, Релевант уже не командир. Значит, 2 из 3 точнее. Значит, что Хэнди останется на десерт.
Вероятно, а может он с ним даже не встретится, может он где-то на задворках там помрет. Хотя маловероятно. Хотя по факту он бесполезен, так как у него нет рук. Но у него есть механические руки, нам это показали. И ты прав, Релевант это главарь бандитов, ведь в трейлере показаны его люди, и они не были заражены. Ну, хоть кто-то со мной согласен. Спасибо. И под концовочку будет шуточка. Человек, который увидел мой пост с Пикачу зараженным Хебой, написал: он сильнее Хебы. Зашибись. Мне твой позитив нравится. Спасибо, что тебе зашло. Ну, на этом мы будем, конечно, прощаться. Пишите больше комментариев, будет больше общения. А также подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, бейте в огромный колокол. И всем, ребятушки, пока-пока. Beep 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 beep.